Всем привет! Я приехала отдыхать на все включено в отель Mirage Bay. Это бюджетная четверка на первой линии в Хургаде. Если вы хотя бы раз отдыхали в Египте, то я думаю, вы знаете этот отель. Раньше он назывался Lililand. Вы не раз просили меня съездить сюда и проверить этот отель, потому что у него очень противоречивые отзывы. О нем писали много плохого. Но в последние месяцы отзывы стали лучше. Мне интересно, какой этот отель на самом деле. Ставьте лайк моему видео, потому что обзор будет честным. И давайте смотреть, какой этот отель. Четырехзвездочный отель Mirage Bay расположен на первой береговой линии в Хургаде и работает по системе «Все включено». Он был построен в 1994 году и долгое время носил название Lililand. Отель сменил имя и пережил несколько реноваций. Одна из них идет прямо сейчас. Большая часть гостей в отеле Mirage Bay – туристы из разных городов России. Поэтому персонал здесь хорошо знает не только английский, но и русский язык. А на ресепшн работает отзывчивая русскоговорящая guest relation, которая поможет решить любой вопрос во время отдыха. Mirage Bay Resort занимает территорию площадью около 170 тысяч квадратных метров. Он состоит из нескольких невысоких корпусов. Мне дали номер в самом дальнем. Он расположен примерно в 8 минутах ходьбы от пляжа. В отзывах я прочитала, что в этом отеле старые убитые номера. Я взяла стандарт, всего тут 2 категории номеров, стандартные и семейные. Меня поселили в реновированный номер. На ресепшн я узнала, что сейчас в отеле проходит реновация. Успели обновить примерно 50% номеров, остальные пока в процессе. Если у вас какие-то проблемы с номером и он вам не нравится, я советую сразу идти на ресепшн. В отеле есть русскоговорящие сотрудники, и если это возможно, то они поменяют вам номер. Теперь давайте посмотрим мой номер. Начнем от входной двери. Здесь ванная комната, ее посмотрим чуть позже. Это шкаф. С одной стороны полочки, с другой отделение с вешалками. Здесь лежит дополнительное одеяло и плед. Сейчас март, на улице довольно тепло, но если вдруг он понадобится, он у вас есть. Вот что неожиданно, здесь нет сейфа. Сейф бесплатный, только на ресепшн. Номер просторный и светлый. Видно, что стены здесь покрашены недавно. Мебель я не назову новой, но точно не скажу, что она убитая. Хорошая мебель. Здесь двуспальная кровать и дополнительная кровать для ребенка. Постельное белье не новое, но оно чистое. По бокам открывайте 2 тумбочки. В номере есть кондиционер, а вот интернета в номере нет, он только на ресепшн, бесплатно. Здесь зеркало, вот тут небольшой холодильник, он пустой. Есть вода, чайник и чай, черный и травяной. Телевизор тут хороший, видно, что тоже новый. Здесь есть 2 русских канала, и в телевизор можно воткнуть флешку. Тут вот такая полочка и выход на балкон. Давайте посмотрим, какой отсюда вид. Кстати, вижу, что здесь новые шторы. Балкон у меня просторный, широкий. Здесь вот такая зона отдыха со стульями и столиком. Вид у меня на бассейн и аквапарк. Здесь тихо, спокойно, хорошо. Я бы добавила только сушилку для белья. Что-то мне на них не везет, ни в одном отеле они мне не попадаются. Ванная комната достаточно просторная, и я вижу, что здесь тоже была реновация. Сантехника тут хорошая. Из косметических принадлежностей есть шампунь, гель для душа и мыло. В номере есть фен и вот такое дополнительное зеркало. Полотенца здесь не новые, но чистые. Есть полный комплект: банные, полотенца для рук, для лица и для ног. Тут душевая кабина, и вот здесь висит дозатор с гелем для душа. Напишите в комментариях, понравился вам этот номер или нет. Мне кажется, что он вполне достойный для недорогой четверки. А вы как считаете? В старых отзывах я читала про комаров. Их сейчас нет, так как территорию обрабатывают от насекомых. А вот шумоизоляция тут действительно не лучшая. Прогуляемся по территории отеля Mirage Bay. Первое, что бросается в глаза – огромное число пальм, цветов и зеленых насаждений. Содержать растения в Египте довольно трудно и дорого, поэтому сразу ставлю отелю плюс. На красоте тут не экономят.
Территория Мираж Бэй очень просторная и ухоженная. С утра до вечера тут трудятся садовники, которые стригут газоны, поливают растения и собирают опавшие листья. В старых отзывах туристы отмечали, что на территории отеля велась стройка. Подозреваю, что речь шла о реновации. Сейчас такого нет. Какие-то работы идут только за забором, на территории, которая не относится к отелю. Это совсем не мешает отдыху. В отеле Мираж Бэй есть 4 бассейна, 2 из них с горками. Правда, один аквапарк работает в теплое время года, а вот вторым комфортно пользоваться даже зимой, так как вода в нем подогревается. Еще я читала в отзывах про запах канализации, но ничего подобного я ни разу не почувствовала. У меня вообще сложилось впечатление, что руководство Мираж Бэй читает отзывы туристов и устраняет проблемы по мере возможностей. По территории отеля приятно гулять. Тут есть красивые лужайки, магазины пляжных товаров и зоны отдыха. В отзывах об отеле я почитала, что летом здесь часто отдыхают египтяне. Но сейчас март, и ни одного местного я тут не видела. Видела несколько немцев, поляков, но в основном, конечно, здесь отдыхают россияне. Их очень много, причем из разных регионов. Нижний Новгород, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург. Очень много людей из разных регионов России. Я пообщалась с некоторыми туристами и спросила, как им здесь отдыхается и за что они выбрали этот отель. Почти все мне ответили, что в первую очередь выбирали этот отель из-за моря и классного пляжа. Ну и, конечно, цена. Отель бюджетный, а сейчас из регионов в Египет летать дороговато, поэтому многие ищут что-то недорогое. Люди рассказали, что они в основном не сидят в отеле, выбирают активный отдых, ездят на острова, на экскурсии, в общем, наслаждаются всем тем, чем нужно наслаждаться в Египте. Для детей в отеле работает мини-клуб. На детской площадке есть горки и качели. А взрослые могут поиграть в бильярд или настольный теннис. Это за дополнительную плату. Также в отеле можно купить свежевыжатые соки и заказать спа-процедуры. А вот спортзал тут бесплатный. Если магазинов на территории отеля покажется недостаточно, то рядом с ним вы найдете многочисленные лавки египетских товаров. Одежда, сувениры, сладости – выбор большой. Вечер можно провести в отельном баре или отправиться на шоу. Сначала аниматоры развлекают детей на мини-диско, а затем устраивают представления для взрослых. Главный плюс этого отеля, с которым никто не спорит, это прекрасное море и пляж. Отель расположен в такой уединенной бухте, которая защищена со всех сторон от ветра. В отзывах я читала, туристы пишут, что даже в сезон ветров в январе и феврале здесь не холодно. Ветра почти не дуют. Наверное, поэтому здесь нет таких заграждающих штук, которые оберегают лежаки от ветра. Сейчас март и вообще комфортно, очень спокойно, ветер вообще не чувствуется. Места тут очень много. По всей лагуне расставлены лежаки и зонтики. Тут можно найти
спокойный, тихий уголок вдалеке от анимации, а можно, наоборот, держаться поближе ко всему веселью и к бару. Море здесь – это одна сплошная лагуна с плавным заходом, водичка тут очень чистая. Также есть небольшой риф, можно там поплавать, есть сетки от акул, поэтому пляж безопасный. Дно тут песчаное, специальная обувь для захода в море не нужна. Вообще на входе есть такие небольшие ракушечки, камушки, но не больно по ним идти. Этот пляж точно понравится тем, кто не умеет плавать, любит просто посидеть в воде. И, конечно, для купания с детьми он тоже подойдет, потому что вход здесь очень плавный, очень комфортный. Анимация в отеле Mirage Bay активная. В течение дня на пляже все время что-то происходит. Зарядка, уроки танцев, командные игры. Заметно, что многим туристам это очень нравится. За дополнительную плату можно покататься на верблюдах, заказать фотосессию или массаж. Пляж этого отеля действительно хорош. Многие туристы приходят сюда рано утром и возвращаются в номер только ближе к закату. Здесь время летит незаметно. В течение дня в баре предлагают закуски и мороженое. В концепцию «все включено» также входят чай и кофе, соки типа юппи и лимонады, пиво и крепкий алкоголь местного производства. Чем кормят в 4-звездочном отеле Mirage Bay? Я покажу вам шведский стол в основном ресторане. Начнем с завтрака. По утрам в отеле Mirage Bay всегда готовят традиционные блюда. Обычно это яйца, сосиски, каша, тосты и теплая выпечка. Также есть что-то из местной кухни – фалафель, печеная фасоль и так далее. На шведском столе хороший выбор вкусных овощей. А вот колбаса и сыр в недорогих отелях Египта, как правило, на любителя. Еще есть йогурты и хлопья с молоком. Выбор фруктов иногда был вот таким, а иногда их было всего 2-3 вида. А вот чего тут всегда много, так это сладких булочек и пирогов. Из напитков по утрам предлагают чай, кофе и сок. Теперь я покажу вам обед в отеле Mirage Bay. Пока вы рассматриваете ассортимент, я расскажу об общей атмосфере. Заметила, что в ресторане всегда много людей. Первым делом многие бегут накладывать фрукты и десерты. Все самое вкусное разбирают очень быстро. Но надо отдать должное официантам. Они своевременно выносят новые порции. Томиться в ожидании картошки или рыбы тут не приходится. Некоторые блюда повторялись ежедневно, но далеко не все. Не назову такое питание очень разнообразным, но все же выбор тут есть. Еще отмечу, что напитки, вопреки отзывам, подают не в крошечных, а в обычных стаканчиках. Правда, в одноразовых. Даже кофе гости пьют из картонных стаканчиков. Для детей в ресторане есть отдельный зал, где показывают мультфильмы. Какие ужины в отеле Mirage Bay? Несколько раз в неделю они бывают расширенными.
В одни дни на улице разжигают мангал и готовят мясо, в другие предлагают традиционные блюда Египта и вкуснейшие восточные сладости. Обычные ужины я бы тоже не назвала скромными. Как видите, выбор еды на шведском столе можно назвать достойным. Есть мясо, рыба, овощи, несколько гарниров, хороший выбор сладостей и выпечки. Из минусов отмечу, что чистые тарелки иногда заканчивались. Гостям, пришедшим в разгар ужина, порой приходилось их ждать. А вот официанты тут работают хорошо и быстро. Mirage Bay не позиционирует себя как отель премиум-класса. Это такой эконом-вариант для тех, кто едет в Египет ради моря, ради пляжа и спокойного отдыха. Если вы привыкли отдыхать в 5-звездочных отелях, то для вас это будет шаг назад. А если вы летите в Египет первый раз, я думаю, что отель вас не разочарует. Я тоже довольна своим отдыхом и не пожалела, что сюда поехала. Именно такими я и представляла бюджетные четверки в Египте. В комментариях поделитесь впечатлениями об этом отеле, понравился он вам или нет. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.